Дисклеймер. Это видео носит научно-развлекательный характер. Я не продаю шит-курсы, у меня нет платного Патреона и платного Телеграм-канала. Все, что здесь показано, для информации, экспериментов и обсуждения. Само видео создано и смонтировано искусственным интеллектом. А в следующих роликах я покажу, как сделать такого говорящего аватара, как я, прямо на своей видеокарте. У меня это 3060 на 12 гигабайт. И да, это первое видео и с косяками, ведь для меня это первый опыт. Всем привет! На связи Алексей. Занимаюсь бизнесом и делаю проекты для себя, а иногда и на продажу. Озвучивает это видео искусственный интеллект. Микрофон у меня, честно говоря, никакой, да и хотелось задействовать искусственный интеллект по максимуму. Даже звук сгенерирован на моей видеокарте. А собрано все с помощью Claude. В следующих роликах покажу, как именно, и разберу свои ошибки. Ну а сегодня программа «Закупщик» для площадки 1688. Она сама ищет товары в Китае, считает экономику и торгуется с продавцами. И сразу оговорюсь, это не очередной волшебный курс от мамкиных инфо-цыган, которые сами ничего не продавали, это рабочая программа, которой я пользуюсь сам. Идея простая, искусственный интеллект не заменяет вас, а усиливает. Берет на себя рутину, а время и решение оставляет вам. Начинаем с авторизации на площадке 1688. Программа открывает браузер и показывает QR-код, сканируем телефоном, и мы уже внутри аккаунта. А вот и сама программа. Слева – живой лог. Она пишет каждый свой шаг простым текстом. Видно, как подтвердилась авторизация и начался сбор. Никаких черных ящиков, все прозрачно, вы всегда видите, что делает искусственный интеллект. Иногда сайт подкидывает капчу или просит подтверждения. И вот тут даже искусственный интеллект уважительно замолкает и передает слово кожаному мешку, то есть мне. Пара кликов, и дальше программа снова работает сама. Заглянем в настройки. Тут выбираем движок. Локальная модель прямо на вашем компьютере, либо кодекс, либо Claude через командную строку. Локальная крутится на вашей видеокарте, бесплатно и приватно, искусственный интеллект прямо на вашем железе. А хотите поумнее, подключайте облако. Есть модуль трендов. По своему алгоритму он сканирует главную площадку, берет нужную категорию, например, белье, и подсказывает, что сейчас в топе продаж. Штука пока сыровата, но направление показывает. Дальше самое интересное. Подключаем свой магазин на Wildberries или Озоне, и программа сама заходит, читает весь ассортимент и разбирает, чем вы торгуете. Вот, например, магазин на Wildberries. А вот магазин мочалок на Озоне. Искусственный интеллект смотрит товары и сам предлагает, что поискать в Китае. Это как аналитик, который не спит и не просит зарплату. Ну и живой поиск. Для примера возьмем женское белье, тема, скажем так, ходовая. Задаем запрос, критерии по цене и партии и запускаем. Дальше работает алгоритм. Программа листает выдачу страницы за страницей, с паузами, как живой человек, чтобы площадка не приняла ее забота, и парсит карточки, фото, цену, продажи и поставщика. Десятки позиций, пока вы спокойно пьете чай. И заметьте, сам сбор – это обычные скрипты, а не запросы к нейросети на каждый чих. Значит, токены не тратятся, и вы не платите за каждый шаг, в отличие от модных скиллов. Искусственный интеллект подключается только там, где реально нужен ум. А как понять, есть ли этот товар уже в России? Программа берет картинку из Китая и прогоняет ее через индекс картинки, вот так. Находит тот же товар на Wildberries, Озоне или Али, значит, конкуренты уже есть. Не находит? Поздравляю, вы нашли что-то свежее. И вот результат. Искусственный интеллект обработал выдачу и собрал ровно 40 товаров. Все они складываются в отчет, по каждой позиции фото, цена, поставщик и его контакты. А отсюда одним нажатием отправляем товар прямо в переговоры. А теперь-то ради чего все и затевалось – экономика. По каждому товару искусственный интеллект сводит цифры. Закупку в юанях, цену после торга, минимальную партию. Сразу видно, что реально выгодно вести, а что нет. Никаких табличек и калькуляторов вручную, программа считает маржу за вас как бухгалтер, только без зарплаты, обеда и отпуска. И вишенка – переговоры. Обычно это самая муторная часть, и ее искусственный интеллект берет на себя целиком. Он сам пишет продавцам на китайском, торгуется, уточняет цену и партию, причем сразу с несколькими продавцами. Вы освобождаете часы времени и просто выбираете лучшее предложение. Вот, собственно, и все. Главная мысль простая. Искусственный интеллект не отбирает у вас работу, он ее усиливает. Берет на себя рутину, поиск, расчеты и переговоры, а прибыль и решение оставляет вам. Если было полезно, задавайте вопросы в комментариях или на сайте, ссылка под видео. Старые ролики я не удаляю, так что подписывайтесь, дальше будет только интереснее. Спасибо, что досмотрели до конца, и всех благ!